Гаральд расположил свои войска на холме, который с тыла и с флангов был окружен лесом, а впереди выстроил знаменитую стену щитов. С точки зрения обороны эта позиция была очень хорошей. Армия Вильгельма находилась в менее выгодном положении. Англосаксонская армия использовала традиционное построение, построив в первой линии 2000 хускерлов, вооруженных большими топорами и мечами. За спинами хускерлов Гаральд расположил 6000 легких пехотинцев. Вильгельм построил свою армию в 3 линии. Первая линия состояла из 1000 лучников и арбалетчиков, вторая из 4000 пехотинцев, а третья из 2000 рыцарей. В 9 часов утра битву начали нормандские лучники, засыпавшие позиции англосаксонской армии градом стрел. Несмотря на все старания лучников, их обстрел был малоэффективным. Осознав, что обстрел позиций врага не приносит желаемого результата, Вильгельм послал в атаку свою пехоту, которой пришлось атаковать вверх по склону холма. Стену щитов нужно было обязательно пробить до заката, поэтому Вильгельм поочередно посылал на нее волны лучников, пехоты и кавалерии. Но натиск нормандских всадников не принес желаемого результата. Атакуя вверх по склону холма, нормандские рыцари не смогли достаточно разогнаться, чтобы расстроить плотное построение противника. Понеся серьезные потери, нормандская кавалерия отступила. Была уже середина дня, и битва зашла в тупик. И тут целый фланг его армии повернул назад и побежал прочь от английских линий. Дело в том, что нормандцы применили хитрость. Они изобразили отступление, как будто были напуганы. В этот момент англосаксы совершили роковую ошибку. Решив, что они сломили боевой дух противника, англичане начали контратаку, покинув подходящую для обороны позицию. Но вскоре они столкнулись с неприятным сюрпризом. Нормандская пехота успела снова сформировать боевое построение и схлестнулась с контратакующей. Как только завязался рукопашный бой между английской и нормандской пехотой, теперь уже кавалерия Вильгельма сказала свое веское слово. Она снова пошла в атаку, заходя сквозь бреши в обороне во фланге и в тыл противника. Обманный маневр с сложными отступлениями нормандцы проделали дважды, и неприступная защита Гаральда затрещала по швам. Началась суровая рукопашная схватка. Нормандцы стали теснить противника, но у английской армии все еще оставались шансы на победу. И тут в лицо Гаральда попала стрела. Якобы он был поражен стрелой, которая вонзилась ему в глаз. Но со смертью короля английская армия лишилась прежней стойкости. Упорядоченная защита переросла в кровавую бойню, а позже в полный разгром. Англичане пытались отступить, но конница нормандцев их настигла.